Всем привет, друзья! Сегодня пойдет речь об уголке. Я покажу основные ошибки, основные проблемы и подводящие упражнения. Для начала давайте разберемся, что из себя вообще представляет уголок. Уголок представляет из себя положение ног параллельно полу. Из вертикального виса на турнике мы поднимаем ноги. Однако не обязательно из вертикального виса, способов зайти в уголок достаточно много. Под углом 90 градусов. Ну и вся поверхность ног должна быть параллельно полу. Носочки особой роли не играют. Но все же, когда я начинал учить уголок, носочки я натягивал на себя. Так мне было как-то попроще. И к тому же действительно, если вы вытягиваете носочки, ноги становятся длиннее и вас больше тянет вниз. В общем, элементарная физика. Но кому-то легче носки вытягивать вперед, кому-то на себя. Так что просто пробуйте и выбирайте, что вам по душе. Вообще уголок можно использовать во многих комбинациях. Сейчас я покажу какие-нибудь легенькие примеры. Для начала это простой уголок. Потом уголок на одной руке. Потом идут у нас подтягивания в уголке. Ну, это более-менее простые вещи. Есть, конечно, гораздо сложнее. Подтягивания на одной в уголке, высокие подтягивания с уголком. Но до этого нужно очень-очень долго идти. Теперь давайте пройдемся по известным мне ошибкам. Самым распространенным, которые я замечал среди всех тех людей, кто пытался изучить уголок. Первая, да, и самая важная ошибка – это сгиб в колене. Люди не могут выпрямить ноги. У них сразу начинает сводить верхнюю часть квадрицепса. Позже я расскажу, как от этого избавиться. Вторая ошибка тоже достаточно распространена. Это положение ног ниже параллели с полом. Выглядит таким образом. Ноги не параллельные, а чуть ниже. Это может происходить только чисто из-за непрокачанности пресса. И как укрепить базу пресса, вы можете посмотреть в одном из моих видео. Третья ошибка. Она уже не такая распространенная, но все равно бессмысленная. Ноги идут выше параллели. На самом деле такое мало кто сможет сделать, особенно на начальном этапе, потому что вы и так пытаетесь держать ноги хотя бы параллельно полу, но те люди, которые уже освоили уголок и держат его чуть выше, это просто бессмысленно. Во-первых, это выглядит не так красиво, ну и во-вторых, вы просто тратите больше сил. Но все же во время тренировок можно поднимать ноги выше параллели, так как это в будущем вам по-любому может помочь. Но во время того, когда вы делаете это для чего-то, для кого-то, для красоты, для эстетики, это бессмысленно. Думаю, вы это сами прекрасно понимаете. Ошибки я сказал раньше, когда рассказывал про то, что вы можете сделать неправильно. Но еще раз повторю. Первое – это тот момент, когда вам сводит квадрицепс, особенно его верхнюю часть. И второй момент – это просто слабость пресса. Что скажешь? Я скажу тебе то, что мы молодцы. Ну и теперь мы перейдем к подводящим упражнениям. Логично, что в любой статике мы сначала учим этот элемент в более легкой форме, и поэтому с уголком также. Для начала можно держать уголок с таким сгибом в коленях, потом постепенно выпрямлять ноги и так доходить до идеального уголка. Но поначалу стоит его делать примерно в таком формате. И еще более легкий вариант из этой же части. Сгибаем чисто колени, подносим их к груди. Можно подносить колени прямо к груди, от этого вреда не будет, но здесь я этого не показал. Однако вы можете это делать на своих тренировках, так как это даже пойдет прессу на пользу, потому что он будет максимально сокращаться. Это самый легкий вариант для начала изучения уголка. Так ваш пресс будет маленько напрягаться и готовиться. Да. Ну и постепенно вы просто из этого положения выпрямляете ноги. Опа, опа. И потом доходите до уголка. Еще один очень-очень важный момент, ребята. Это во время любых попыток уголка, и до попытки, и после попытки, желательно маленько растягивать квадрицепс. Вы сами столкнетесь с этой проблемой и поймете, про что я говорю. Поначалу у вас будут очень болеть эти места. И обязательно перед каждой тренировкой уголка нужно размять ноги обычными приседаниями. Хотя бы присесть по 8 или 10 раз в не очень быстром темпе, чтобы разогреть квадрицепс. Ну, чтобы облегчить боль и быстрее привыкнуть к этому, мы просто беремся за нижнюю часть ноги и растягиваем эту мышцу квадрицепса. Не надо делать как-нибудь так, да, прогибаться в теле. Просто должен чувствовать небольшое растяжение в квадрицепсе. Все. Ну и также со второй ногой.
Следующий вариант — это помощь друга. Вам нужно просто попросить друга поднять ноги выше параллели и медленно их опускать. Давай. Вот, попросили друга поднять и медленно опускайте ноги. Да. И так постепенно привыкайте. Наши бурки летят. И вариант полегче, это когда ваш напарник будет в течение всей амплитуды помогать вам держать ноги. Да. И теперь как можно сильнее, дольше держим ноги. И со временем вдруг просто увидите. И последнее упражнение — это всем известный уголок на полу. Ложимся на пол. У кого проблемы с поясницей, подкладываем руки под поясницу и просто поднимаем ноги. Даже в этом варианте может быть кому-то тяжело, поэтому можно просто согнуть ноги в коленях и со временем их выпрямлять. И после того, как вы будете держать уголок на полу примерно хотя бы секунд 30, то можно смело переходить к изучению его на турнике. Я освоил новый элемент. Уголок на перекладине. Сейчас Димир все продемонстрирует. Да, парни, это сложно. Это был более тяжелый вариант уголка. Вот и обучалка подошла к концу. Посмотрев ее, ты сможешь научиться делать уголок и потом применять его в своих связках и любых целях. Спасибо за просмотр, ставим лайки, учимся делать уголок. Всем пока!